Когда я слышу фразу «ботокс», ну уж нет, спасибо. Я слышала, что? Я заранее знаю, что дальше будет один из этих 7 мифов. Пугающих, живущих, но чаще всего абсолютно неверных. Меня зовут Юлия Щербатова. Я кандидат медицинских наук, главный врач клиники, врач-дерматолог, косметолог. Давайте же разберемся вместе, во что верит большинство людей и что на самом деле является, мягко говоря, неправдой. И договоримся. Я тут готовилась, ролик записывала, полезностями делюсь, поэтому с вас лайк и комментарий о том, в какой из этих мифов вы верите или верили. Без лишних слов начнем. Я вас уверяю, будет прекрасно. Посмотрите до конца, потому что 6 и 7 утверждение – это прям космос. Эти мифы мои любимые. И если у вас есть подруги, которые во все это верят, то вы знаете, что делать. Первый миф – ботулотоксин – это яд. И им можно отравиться до смерти. Это база. На самом деле это довольно забавно, потому что для того, чтобы заболеть ботулизмом и в сравнении вообще с теми дозировками, которые мы используем в косметологии, это в миллион раз больше, в прямом смысле этого слова, чем самые-самые высокие дозировки, которые мы используем для инъекции. Яд, который производит Clostridium botulinum, такая замечательная бактерия, подвергается на производстве ботулотоксинов очищению, строгой дозировке, тщательному контролю, сколько содержится во флаконе. И когда мы даже в самых-самых высоких дозировках, там, если это коррекция лица full face, используем, например, 200 единиц ботулотоксина, это, капля в море по сравнению с тем, от чего можно заболеть, как можно отравиться этим ядом. Ботулотоксин – это один из самых изученных методов в медицине. Вы удивитесь. Молекулу ботулотоксина называют как самой загадочной молекулой, так и самой изученной молекулой, потому что ни по одной другой молекуле не проводилось больше исследований, испытаний, чем по молекуле ботулотоксина. А на самом деле косметология заимствовала методики ботулинотерапии из других областей медицины, которые никакого отношения к косметологии в принципе не имеют. И произошло это очень давно, еще в 1970-х годах. То есть представьте себе, сколько лет используется ботулотоксин. Впервые ботулинотерапию начали использовать неврологи при лечении кривошеи, косоглазия, всяких спастических неприятных состояний, которые отравляют жизнь. И дальше ботулинотерапия шла в урологию, во всякие другие специальности, и в косметологии впервые начала применяться в 2002 году. То есть мы уже вот столько лет используем ботулотоксин, а вы все еще его боитесь. Это смешно уже. Дело в том, что ботулинотерапия, которую мы используем в косметологии, мы применяем в настолько маленьких дозировках, что говорить хоть о какой-то токсической нагрузке неправильно. И говоря про высокие дозировки, в косметологии мы используем дозировки в десятки раз более низкие, чем используется это в большой медицине. Колем лоб и живем спокойно. Второй миф. После использования ботокса лицо становится маской неизбежно. На самом деле нет. Поделюсь историями из своей практики. Я 2 дня, которые работала на приеме, проводила беседы с пациентами о том, чего они боятся. На самом деле это достаточно молодые женщины, которые боятся того, что их лицо превратится в маску. Круто. Пора повеселиться. Веселиться. Я готов. И я, естественно, спросила, откуда взялся такой страх. Одна из женщин замечательно рассказала мне пример, что она в начале 2000-х со своей мамой ездила во Францию на инъекции ботокса, и тогда мама становилась не мамой, а каким-то неизвестным человеком. Когда у нее лицо не шевелилось, и на нее это оказало очень большое впечатление. И теперь, когда она в свою очередь пришла за помощью к косметологу ко мне, она, спасибо ей большое, захотела об этом поговорить. В каких случаях лицо превращается в маску? Конечно, тогда, когда подходим мы никогда так не делаем, я имею в виду коллег, врачей собирательно, к ботулинотерапии формально, так как это написано в учебнике, в атласах по ботулинотерапии есть конкретные схемы, конкретные дозировки, без учета индивидуальных особенностей лица конкретной женщины. Потому что
лицо у каждого из нас свое, мимические паттерны свои. Наши вот эти милые улыбочки, какие-то изгибы бровей, какие-то положения гусиных лапок даже на лице. Это делает ваше лицо живым, приятным, тем, к которому привыкли все ваши окружающие, и именно таким вы узнаете себя в зеркале. Правильно примененная ботулинотерапия с учетом индивидуальных особенностей вашего лица, не с тем количеством единиц ботулотоксина, который написан где-то, да, там в рекомендациях и в каких-нибудь обучающих материалах, а только в том количестве единиц, которое нужно только вам, никогда этого эффекта маски не произойдет. И об этом я разговариваю каждый день на приеме со своими пациентами и объясняю, что эффект маски происходит только тогда, когда случилась передозировка и когда мы подошли к инъекциям ботулотоксина без проведения мышечных тестов, без оценки конкретно вашего лица. Третий миф. Ботулотоксин вызывает привыкание. Давайте договоримся сразу. Никакого привыкания никто ни в какой литературе еще не описал. Нигде не описано, ни один человек с этим не столкнулся. Когда бывает то, что мы называем привыканием? Это формирование вторичной резистентности к препарату. Это бывает тогда, когда у нас есть настороженность тканевого иммунитета к определенным белкам, которые делают работу самой молекулы ботулотоксина невозможной. То есть формируется большое количество антител к молекуле ботулотоксина, и эти антитела разрушают каждую новую введенную дозу ботулотоксина, и нам кажется, что никакого эффекта не наступает. Это очень частая история на приемах тоже. Люди говорят, вот я колю, никакого эффекта не наступает. Когда же так бывает? И как этого избежать? Перво-наперво нужно понимать, что мы выбираем максимально очищенные препараты ботулотоксина. Сейчас на рынке их порядка 10. Выбрать есть из чего. И бояться наступления вторичной резистентности, как это было сколько-то лет назад, когда были, не буду называть конкретные марки ботулотоксина, выбираем мы новые, современные, очищенные молекулы препараты, и тогда вторичной резистентности мы не встречаем. Очень часто привыканием называют сниженный, такой смазанный эффект, когда наступает вот такой вот неприятный момент, да, когда мы вроде укололи достаточное количество единиц, и препарат хороший, и все сделали правильно, а все равно есть такой недостаточный эффект, который пациент говорит, я уже, наверное, привыкла ко всему. Нужно собрать анамнез и выяснить, почему так произошло. Мы знаем, и это как раз-таки очень хорошо изучено, что снижение эффектов от ботулинотерапии наступает, например, тогда, когда у пациента есть сюрприз, дефицит цинка. И как только мы назначаем правильную нутритивную поддержку и назначаем специально препараты цинка перед введением ботулотоксина, то мы видим полноценный красивый эффект даже тогда, когда несколько лет подряд пациент жаловался на то, что у него, видимо, привыкание, ничего не работает. Еще один аспект, про который тоже нужно проговорить, это применение некоторых препаратов, которые снижают выраженность эффекта от ботулинотерапии. Например, применение антибиотиков некоторых. Мы прекрасно знаем, что это снижает эффект ботулинотерапии. Применение некоторых капель для носа, для лечения насморка, особенно на основе оксиметазолина. Он доказанно совершенно точно снижает эффект от ботулинотерапии. Иногда у некоторых людей применение витаминов группы В снижает эффективность ботулинотерапии. Слишком много аспектов, когда мы говорим про привыкание. И чаще всего это не так. А к чему можно привыкнуть? К чему может привыкнуть наш мозг, наш организм? Это к тому положительному эффекту, к тому, как вы красиво выглядите. Вот к положительному эффекту ботулотоксина привыкнуть можно, а к остальным нет. Это все фантазии. Перед тем, как продолжить, я хочу призвать вас подписаться на мой телеграм-канал «Доктор Щербатова». Там я размещаю много полезной информации о красоте и здоровье, о здоровом образе жизни, отвечаю на ваши вопросы, и там мы можем познакомиться с вами ближе. Четвертый миф. Ботокс в губы никогда. И правильно, потому что ботокс в губы не колят. На самом деле это очень смешная и неграмотная расхожая фраза, которую я слышу периодически, тоже очень веселюсь. Просто, видимо, очень легко было запомнить слово «ботокс», поэтому его начали придумывать, там, губы колоть ботоксом, губы накачало, это все вот это ужасно безграмотно. Ботокс в губы не колят, и единственная зона, куда мы применяем ботулотоксин
рядом с губами – это кожная часть верхней губы, когда у нас появляются вот такие кисетные морщины. Это происходит с возрастом, курящих людей и так далее. И тогда мы применяем микро-мини-дозы в миллиметре от губы для того, чтобы разгладить кисетные морщины и вернуть губам красивый вид. Если кто-то говорит, что у него от ботокса губы увеличились, ну, это неправда, это фантазия. А вот это не ботокс в губы, это филлер, причем плохо сделанный. Пятый миф. Вот будет мне 40 лет, тогда и начну колоть ботокс. На самом деле это миф. И колоть ботокс, когда вам уже 40, иногда бывает даже поздновато, потому что все исправить при помощи ботулотоксина невозможно. Ботулотоксин нужен для того, чтобы в большей части выступать как профилактика тех самых злосчастных морщин и складок. Если мы говорим про правильное применение ботулотоксина, его нужно применять превентивно. И вообще возрастной ценз применения ботулотоксина 2+ года. Еще раз мы вернемся немножко к тому, что ботулотоксины пришли в косметологию из неврологии. И поэтому лечение заболеваний не имеет возрастного ценза, и применять ботулотоксин только в соответствии с каким-то возрастным этапом – это неправильно, это неграмотно и чаще всего неэффективно. Никто не предлагает колоть ботулотоксин младенцам, а вот применять ботокс в 20-25 лет по показаниям, когда для этого есть определенные условия, например, такие морщины между бровей или когда человек очень так забавно хмурит нос, это можно и нужно, и это совершенно по показаниям. Миф 6 очень распространенный и очень забавный. Люди считают, что если в одном месте мы выключим ботулотоксином избыточное потоотделение, например, когда мы лечим гипергидроз в подмышках, вдруг этот пот магическим образом переедет из подмышек на спину, например, или на лицо. Так и говорят. А вот если мы выключим потоотделение подмышками, не начну ли я потеть лицом или спиной? Не начнете. Почему? Потому что наше потоотделение в разных областях устроено по-разному. Если мы возьмем, например, с вами подмышки, то это меньше 2% площади человеческого тела. 98 остальных процентов обязательно останутся с вами, но в тех даже самых неожиданных местах, где вы не привыкли даже замечать, что вы потеете. С дыханием, особенно когда спим, с поверхности кожи, когда пот впитывается в нашу одежду или испаряется куда-нибудь с волосистой части головы. То есть этот процесс мы чаще всего не замечаем, называем ее перспирация. Так вот, вся перспирация останется с вами, даже если мы выключим избыточное потоотделение в подмышках. Миф 7. После ботокса нельзя лежать, заниматься спортом, сидеть, дышать, заниматься сексом. Ничего нельзя. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Я очень улыбаюсь, когда слышу такие опасения пациентов, что сейчас мы уколем ботулотоксин, и все, и ничего нельзя будет делать, не наклониться, не спать там 4 часа, ничего этого нельзя. Мы всегда определяем поведение пациента и рекомендации после процедуры тем, что написано в инструкции к препарату. Дорогие прекрасные женщины, если вы когда-нибудь найдете это в инструкции к препарату, обязательно мне принесите, и мы вместе с вами обсудим этот момент. Прием алкоголя, например. Можно ли выпить в день применения ботулотоксина? Можно. Можно отметить 2 глотками вина свой первый ботулотоксин. У меня есть даже одна прекрасная коллега, которая говорит: почему вы запрещаете пить пациентам вино в день процедуры ботулотоксина? Можно ли? Можно. Можно и до, и после, и даже во время. Это шутка такая, но тем не менее очень живописная, потому что нет никаких противопоказаний к приему алкоголя и инъекциям ботулотоксина. Что на самом деле нельзя? Нельзя согревать то место, куда мы кололи ботулотоксин. Почему? Потому что препарат ботулотоксина очень нежный, очень термолобильный. Поэтому если мы пойдем с вами после инъекции ботулотоксина в баню, скорее всего, мы разрушим часть ботулотоксина, и это жалко, потому что мы же хотим эффект на все деньги. Кроме того, чтобы согревать место, куда мы кололи ботулотоксин, мы не рекомендуем трогать это место руками, особенно грязными руками. Очень хочется что-то почесать, что-то поделать. Пожалуйста, так не делайте, особенно в первый час после процедуры. Не наносите декоративную косметику и не делайте активный массаж этой зоны. Все, больше никаких ограничений у вас не существует. Давайте договоримся, что ботокс – это не страшилка из интернета, это не укол красоты для богатых, и это не яд, который парализует мышцы. Это инструмент, один из самых прекрасных в косметологии, благодаря которому мы можем сохранять красоту и молодость нашего лица и добиваться потрясающих результатов.